Приветствую, друзья! Мы находимся в городе Штерцинг, Южный Тироль. И здесь располагается уникальный комплекс древняя комендатура Тевтонского ордена. Изначально здание принадлежало богатой южно-тирольской семье и было богадельней, но после смерти главы семьи его жена Адельхайда дарит комплекс Тевтонскому ордену. История Тевтонского ордена начинается с крестовых походов. Папы римские призывают европейских рыцарей отправиться на завоевание Святой Земли. И рыцари со всей Европы откликнулись на этот призыв и отправились в Палестину. На Святой Земле в Палестине уже существовало два ордена – тамплиеров и госпитальеров. И их духовный наставник Бернард Клевросский полагал, что светские рыцари, которые одевают шикарные доспехи, украшают себя различными нарядами, они слуги дьявола, в отличие от тех рыцарей, которые сражаются во имя Христа. Важно понять, что еще с дохристианских времен воинское искусство считалось противным человеческой природе. Да, воин мог быть героем, но его руки в человеческой крови. И чтобы разрешить это противоречие, древние цивилизации придумали два способа. Первый – это посвятить воина какому-нибудь богу. Тем самым воин, соблюдая клятву, пребывал в гармонии со Вселенной и чувствовал себя морально оправданным. А второй способ – это покаяние после уже совершившейся битвы с целью очиститься от убийств и отвратить от себя гнев Божий. Католическая церковь приняла обе эти древние традиции, и воины, погибшие в крестовых походах, символически описывались христианскими праведниками и папами римскими как золото, прошедшее трижды проверку и 7 раз прошедшее очищение пламенем. «Никогда не забывайте этого прорицания», – писал святой Бернард. «Славен тот, кто не покидает поле боя, кроме как увенчанный лавром, но еще более славно обретение в сражении венца бессмертия. О прекрасное чувство, когда смерти не боятся, а нетерпеливо ожидают и встречают с безмятежным сердцем». В 1187 году египетский султан Саладин начинает активно вытеснять христиан со Святой Земли, и крестоносцы проигрывают тяжелейшее сражение при Хатине. Погибло по разным источникам от 10 до 20 тысяч крестоносцев. И спустя некоторое время небольшое количество выживших под предводительством барона Ги де Лузиньяна начинают осаду огромного портового города Акры. Осада длилась 2 года, и в зимний период было огромное количество больных и раненых, и христианам пришлось открывать госпитали. И одни из таких христиан открывают госпиталь под стенами Акры. Это были немецкие купцы с Любека и Бремена. И таким образом начинает формироваться некое немецкоговорящее сообщество, которое впоследствии стало Тевтонским орденом. К барону Ги де Лузиньяну подошло подкрепление, так как уже успел сформироваться Третий крестовый поход. И после взятия ключевого порта Акры немцы перенесли уже свой госпиталь на территорию города. Тем самым госпиталь расширился, и в 1198 году Тевтонский орден выбрал своего первого великого магистра Генриха фон Вальпота. Первые уставы ордена были утверждены папой Иннокентием III, и члены ордена разделялись на 2 части – священников и рыцарей. Они должны были принять монашеские обеты бедности, безбрачия и повиновения, а также бороться с неверными и помогать больным. Орден стал приобретать огромное могущество, но в любом случае христианам с Востока, со Святой Земли, пришлось уйти. Но Папа Римский решил использовать силу ордена и направил их на борьбу с язычниками в Пруссию. В XIII веке Пруссия, несмотря на эпизодические контакты с воинами и купцами из различных христианских стран, была таким глухим краем Европы, отделенной от северных соседей морем, а от южных болотами и дремучими лесами. Несмотря на это, там уже
вели коммерческую деятельность немецкие купцы из Бремена, скупая янтарь, древесину, меха, и они брали с собой христианских проповедников. И один из таких проповедников, монах Мейнард, рьяно проповедовал христианство местным балтийским язычникам и столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Мейнарду пришлось писать папе римскому, чтобы он помог ему, прислав крестоносцев. Так как восточные берега Балтийского моря были единственным краем Европы, последним, куда не проникло западное христианство, то Пруссия стала занимать такое важное место в большой европейской политике. И в конце концов были организованы северные крестовые походы, в которых главную роль сыграл Тевтонский орден. Но помимо него еще и участвовали шведские и датские рыцари. Весной 1200 года в устье реки Даугавы входят 23 корабля с сотнями крестоносцев на борту. Во главе их новоявленный епископ Альберт фон Буксгевден. Они основывают город Ригу, и Рига в дальнейшем должна была стать отправной точкой для дальнейших орденских завоеваний. Сегодня мы можем подумать, что крестоносцев были сотни, не тысячи, но в действительности крестоносец — это чаще всего человек с огромным боевым опытом и одетый в самые дорогие и качественные доспехи своего времени. То есть на самом деле в Пруссию прибыла страшная военная сила. Сила ордена заключалась в его четкой и жесткой военной дисциплине и в религиозном фанатизме, который свойственен был тевтонцам в ту эпоху. И именно этот религиозный фанатизм обусловил такой жестокий характер орденских завоеваний в прусских землях. Таким образом, орден начинает захватывать территории, строить крепкие замки. И он покоряет огнем и мечом, подавляет любое себе сопротивление, но с другой стороны, он и поощряет тех, кто помогает продвижению ордена. И некоторые историки небезосновательно полагают, что орденское государство в Пруссии было самым демократичным государством в средневековой Европе. Тевтонцы проводят планомерную сельскую городскую колонизацию. Они привлекают различные сословия людей из Германии и Нидерландов. И проводя такую политику, они уничтожают местный правящий класс, либо его германизируют. То есть прибывают постоянно крестьяне, купцы, ремесленники, и постепенно, после естественных прений с захватчиками, местные племена начинают принимать ряд культурных достижений, принесенных немцами. Более 200 лет орден выполнял миссию Папы Римского и держал оборону за христианство. Но в 1410 году произошло событие, которое повлияло на ситуацию для ордена. Он был разбит в Грюнвальдской битве. После этой битвы орден уже не смог восстановиться как военная сила, ибо потерял репутацию непобедимого. Окончательная потеря могущества произошла в 1525 году. Великий магистр ордена принимает протестантизм, секуляризирует владение ордена в Пруссии, и после этого орден теряет уже военные и политические амбиции и становится исключительно церковной организацией. Сегодня штаб-квартира ордена находится в городе Вена. Интересно, что документ акта дарения вот этого комплекса находится там же в орденском архиве. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!